Во все времена человек был склонен мечтать о высоком. Когда первые аэростаты позволили подняться к облакам, идея о покорении высоты засела как в головах у просвещенных изобретателей, так и у откровенных авантюристов. Сам по себе аэростат — это летательный аппарат легче воздуха, принцип действия которого основан на законе Архимеда. Для создания подъемной силы используется заключенный в оболочку газ или нагретый воздух с плотностью меньшей, чем плотность окружающего воздуха. Когда речь идет о аэростате, то мы представляем себе или воздушный шар, или дирижабль. И хотя первый был придуман раньше второго, но именно благодаря дирижаблям была открыта эра воздушных перевозок и дальних путешествий. Давайте же узнаем об этом подробнее. Дирижабль является первым в истории человечества управляемым летательным аппаратом. Собственно, французское «дирижабле» как раз и означает «управляемый». Обычно оболочка классического дирижабля наполняется водородом или гелием. При этом грузоподъемность дирижабля пропорциональна внутреннему объему оболочки с учетом массы конструкции. На ранних дирижаблях весь газ помещали в оболочке с единым объемом и простой стенкой из промасленной или лакированной ткани. Впоследствии оболочки стали делать прорезиненными или из других синтетических материалов, однослойными или многослойными, для предотвращения утечек и увеличения их срока службы. А объем газа внутри оболочки стали разделять на отсеки — баллоны. Скорость дирижабля, конечно, ниже, чем у самолета, примерно как у автомобиля на хорошей трассе. Поднявшись достаточно высоко, чтобы снизить сопротивление воздуха, влияние ветра, дирижабль может разогнаться и до более высокой скорости. Но и грузоподъемность при этом будет ниже. Первыми в деле дирижаблестроения были французы, которые совершали пробные полеты с 1850-х годов. Наконец, в 1901 году французский воздухоплаватель Альберто Сантос-Дюмон после нескольких попыток облетел со скоростью чуть более 20 км в час Эйфелеву башню на своем аппарате Сантос-Дюмон номер 6. А на другом конце Европы наш великий соотечественник Константин Циолковский разработал идеи гигантских дирижаблей. Первый технически обоснованный проект большого грузового дирижабля был предложен им еще в 1887 году. Для своего времени идея оказалась слишком смелой. Огромный цельнометаллический дирижабль длиной 210 метров был рассчитан на перевозку 200 человек и 14 тонн груза. Но к изготовлению управляемых аэростатов в России приступили только в 1908 году из гораздо более скромного проекта. Это был небольшой дирижабль с одним баллонетом, рассчитанный на 2-3 человек. Решающую роль в появлении дирижаблей над Европой и другими континентами сыграл граф Фердинанд фон Цепелин. Именно он еще в конце XIX века запатентовал идею строительства управляемого воздушного корабля, состоящего из нескольких последовательно соединенных частей своего рода летающего состава небесного поезда. Эта идея никогда не была реализована, но она стала важным импульсом. Испытание прототипа Цепелин LZ-1 состоялось 2 июля 1900 года на Боденском озере, однако не вызвали интереса инвесторов. Посмотреть на это чудо техники тогда собралось около 12 тысяч зрителей. Длина первого дирижабля составляла 128 метров, а общий вес конструкции достигал 13 тонн. Первый полет продолжался меньше 20 минут. Следующие дирижабли LZ-2 и LZ-3 чуть было не стали последними. Во время аварийных посадок оба получили повреждения. Проект оказался под угрозой. Но после крушения LZ-4 случилось чудо. Цепелину стали поступать пожертвования на дальнейшие разработки. И в 1909 году его воздушные корабли уже перевозили пассажиров. Первую мировую войну воздушные гиганты прошли успешное боевое крещение. Военные использовали их для разведки и точечных бомбовых ударов. Годы между Первой и Второй мировыми войнами принято считать золотым веком дирижаблей. Воздушные корабли научились пересекать Атлантику. Норвежский исследователь Руаль Амундсен совершил на дирижабле первый трансарктический перелет. Появились регулярные рейсы между странами на комфортных воздушных суднах, которые перевозили пассажиров и большие грузы. В свою очередь, СССР сначала вел работы по восстановлению старых российских дирижаблей, а затем конструктора занялись разработкой новых моделей. Так, 9 апреля 1931 года впервые поднялся в воздух СССР В-1
На нем доставляли почту из Ленинграда в Москву. Но давайте вернемся в Германию 30-х годов и вспомним, как легендарный ЛЗ-127 «Граф Цепелин» совершил 590 рейсов, перевез 34 тысячи пассажиров и даже побывал в Арктике. В свой первый трансатлантический полет в Нью-Йорк ЛЗ-127 отправился в октябре 1928 года. На борту среди пассажиров находились многочисленные корреспонденты, передававшие репортажи для американских и других СМИ. 4 марта 1936 года был введен в эксплуатацию еще более амбициозный ЛЗ-129 «Гинденбург», названный именем рейхспрезидента Пауля фон Гинденбурга. Дирижабль «Гинденбург» был и остается самым большим в истории воздушным кораблем. По размерам он в 4 раза превышал современный американский Boeing 747. 2 этажа, 72 пассажира, ресторан, салоны. На борту даже имелся рояль. Гинденбург должен был совершать воздушные круизы между Германией и США, а также в Рио-де-Жанейро. Но трагедия 6 мая 1937 года поставила точку и на этих планах, и на развитии всего дирижаблестроения. В этот день при посадке в Лейкхёрсте под Нью-Йорком на борту произошел взрыв, вспыхнул пожар. Все произошло очень быстро. Гигантский воздушный лайнер обрушился на землю. Заполненные легко воспламеняющимся водородом емкости Гинденбурга взрывались одна за другой. Дирижабль был рассчитан на использование безопасного гелия, но поставки этого газа из США в нацистскую Германию были прекращены. Всего через несколько минут от корабля остался лишь каркас. Кажется чудом, но почти 2/3 из 92 человек, находящихся на борту, смогли спастись из этого огненного ада. Расследование причин катастрофы не привело к однозначному ответу. Версии есть самые разные. От грозы у места посадки до взрыва бомбы. Последний вариант использовался для написания киносценариев про эту катастрофу, после которой от использования дирижаблей для перевозки пассажиров было решено отказаться. Спустя целых полвека человечество снова находит в этих летательных аппаратах все больше плюсов и выгод. В настоящее время интерес к дирижаблям не только возрождается, но и растет в геометрической прогрессии. Не из-за романтики, нет. На первый план выходит экономический расчет. В 1990-х немецкая компания Zeppelin Luftschiff-Technik во Фридрихсхафене приступила к производству и эксплуатации современных дирижаблей Zeppelin NT. Всего выпущено уже 6 этих моделей. Они используются в туристических и других целях, например, для наблюдения за дорожным движением или исследования чистоты воздуха. Проигрывая авиации в скорости, управляемые аэростаты при этом имеют ряд важных преимуществ, благодаря которым и возрождается дирижаблестроение. В первую очередь это большие грузоподъемности, дальность беспосадочных полетов. Также конструктивно достижима более высокая надежность и безопасность, чем у самолетов и вертолетов. Даже в крупных катастрофах дирижабли показали высокую выживаемость людей. Меньше, чем у вертолетов, удельный расход топлива и, как следствие, меньшая стоимость полета в расчете на пассажира-километр или единицу массы перевозимого груза тоже заметно увеличивают привлекательность этого вида транспорта. Размеры внутренних помещений дирижабля могут быть очень велики, а длительность нахождения в воздухе может измеряться неделями. И главное, дирижаблю не требуется взлетно-посадочной полосы, но зато требуется причальная мачта. Более того, он может вообще не приземляться, а просто зависнуть над землей, что, впрочем, осуществимо только при отсутствии сильного бокового ветра. Из недостатков можно отметить относительно малую скорость по сравнению с самолетами и вертолетами, как правило, до 160 км в час, и низкую маневренность, в первую очередь из-за малой эффективности аэродинамических рулей. Как следствие, сложность приземления из-за низкой маневренности. Зависимость от погодных условий, особенно при сильном ветре, тоже является существенным недостатком. Также нужно учесть наличие очень больших ангаров, эллингов, сложность хранения и обслуживания на земле, относительно высокую стоимость обслуживания дирижабля, особенно больших размеров при относительно низкой надежности и долговечности его оболочки. Как правило, для современных малых дирижаблей требуется так называемая причально-стартовая команда, составляющая от 2 до 6 человек. К примеру, американские военные дирижабли 50-х,
60-х годов требовали усилий около 50 матросов для надежной посадки, и поэтому после появления надежных вертолетов они были сняты с вооружения. И все-таки в дирижаблях увидели будущее. За последнее время крупнейшим в мире летательным аппаратом на гелии является Airlander 10. Спроектированный и изготовленный британской компанией Hybrid Air Vehicles, он объединяет в себе технологии вертолетов и самолетов. В длину он достигает 92 метров. Для сравнения, самый большой пассажирский самолет Airbus A380 длиной всего 71 метр. Крейсерская высота полета дирижабля составляет 6100 метров. При этом он может находиться в полете до 2 недель без каких-либо людей на борту и около 5 дней с экипажем. Airlander 10 может взлетать и приземляться почти с любой поверхности. Заявленная грузоподъемность 9980 килограммов. Airlander 10 отправился в свой первый полет 17 августа 2016 года, пролетев за 19 минут 10 километров в Бертфордшире, Великобритания, и достиг высоты 152 метров. Правда, 18 ноября 2017 года Airlander 10 упал на землю и, к сожалению, разбился. Россия также активно участвует в возобновлении дирижаблестроения. Долгопруднинское конструкторское бюро автоматики, которое входит в холдинг Росэлектроника, разработало многофункциональный дирижабль ДП-3 грузоподъемностью 3 тонны. Этот 70-метровый аппарат сможет развивать скорость до 90 км в час, находиться в небе почти 45 часов и пролететь 3000 километров. Проект создавался в рамках оборонного заказа, но ДП-3 может превратиться и в коммерческий дирижабль. Аппарат многофункционален. Он может не только выполнять специализированные задачи, но и использоваться для воздушного туризма. Как отмечают разработчики, на его основе могут быть созданы дирижабли-лоукостеры. Недорогие билеты на дирижабельные рейсы, несомненно, найдут своих пассажиров. Например, из Москвы во Владивосток перелет на дирижабле может занять менее 3 суток, что вдвое быстрее по сравнению с 6 сутками на поезде. Среди новейших разработок ДКБА есть и скоростные модели — дирижабли линзообразной формы, более известные как тарелки, благодаря своему фантастическому облику. Именно такая форма позволяет кораблю развивать высокую скорость. Один из флагманских проектов линзообразной формы — аэросмена. Этот дирижабль сможет беспосадочно летать на крейсерской скорости до 200 км в час на 5000 км и поднять до 200 тонн. Даже соучредитель Google Сергей Брин уже несколько лет работает над созданием огромного дирижабля. Об этом рассказали Bloomberg 4 осведомленных источника. Они сообщили, что работа над летательным аппаратом ведется в ангаре номер 2 исследовательского центра НАСА Амес в Кремниевой долине. Цель миллиардера и его компании LTA Research and Exploration — построить целый флот безопасных для окружающей среды дирижаблей. Источники также утверждают, что проектом создания корабля занимается бывший директор программ НАСА Амес Алан Уэстон. Сам инженер не стал комментировать эту информацию. Летать дирижабль под рабочим названием Pathfinder-1 будет благодаря водородному топливному элементу и 12 электродвигателям. Стоимость его не менее 150 миллионов долларов, а длина не менее 200 метров. В некоторых регионах планеты и даже в целых странах регулярный выход во всемирную сеть все еще является огромной проблемой для местных жителей и гостей. Поэтому Google видит огромные возможности в запуске дирижаблей, предоставляющих беспроводной доступ к интернету. Высказываются утверждения о том, что в 3-м тысячелетии дирижабли могут стать одним из основных видов транспорта. Их выгодно отличают малая потребная энергетика и высокая экологичность, возможность решать уникальные задачи по исследованию и контролю окружающей среды, транспортировки на дальние расстояния крупногабаритных грузов. Так что сегодня дирижабли не только возвращаются в строй современной авиации, но и могут существенно расширить возможности своего технического использования. Благодаря современным материалам и методам проектирования, эти воздушные сигары, как их назвал ближайший соратник графа Цепелина Хуго Эккенер, снова могут занять свое законное место в небе. Было интересно? Тогда скорее жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем до встречи!